Привет! Ну что, новинка? Redmi K30. Экран 120 Гц, NFC, основной модуль на 64 мегапикселя. И за все это китайцы просят в районе $270. Список потенциальных достоинств этого телефона можно продолжать, конечно, не бесконечно, но долго. Но где есть плюс, там есть и минус. И оказалось, у Redmi K30 их тоже достаточно. Присаживайтесь поудобнее, давайте разбираться. Ну а самое интересное будет в конце. О вкусах, как говорится, не спорят, но, на мой взгляд, дизайн у Redmi K30 получился интересным. Сзади защитное стекло, в моем случае синего цвета, с таким небольшим градиентом, и блок из 4 камер, помещенный в декоративный круг, который постоянно переливается на свету. Рамка пластиковая, и по портам все в порядке. Сверху все еще оставили порт для управления техникой, снизу 3,5 мм джек, динамик и разъем Type-C. Лоток для сим-карт комбинированный на 2 нано-сим-карты или 1 сим-карта и флешка. Телефон представлен в 3 модификациях по памяти: 664, 6128 и 8256. Есть еще версия 5G с поддержкой сети 5-го поколения, которую уже можно встретить в Китае, но у нас пока эта тема не очень развита. Но версия 5G отличается не только этим. У нее также процессор помощнее, стоит 765, быстрая зарядка на 30 Вт и макрообъектив на 5 мегапикселей вместо 2. Экран выполнен по технологии IPS и размер у него внушительный, аж 6,67 дюйма. Телефон, конечно, не прям гигант, но все же даже Xiaomi Note 10 на его фоне выглядит немного прям компактнее. Ну и как по мне, такая диагональ все же излишняя. Хотя есть любители именно таких размеров. Разрешение 2400 на 1080 пикселей. Рамки вроде тонкие, но все же подбородок толще верхней рамки. Двойная фронтальная камера теперь размещена не в челке или капельке, как мы привыкли видеть в основном. Она спрятана прямо в дисплее на манер Galaxy S10 Plus. Блок не совмещенный, как можно подумать поначалу, это просто 2 отверстия в экране, которые программно скрыты черной полоской. Это можно заметить, если включить полностью черную заливку экрана. Становится видно, что область между камерами тоже подсвечивается. На AMOLED экране это заметить было бы труднее. Экран в принципе хороший по яркости и контрастности, но под углами можно заметить небольшую потерю насыщенности, особенно это заметно на белом цвете. Не знаю, передаст эта камера или нет, но под углом экран приобретает немного серый оттенок, да и в принципе цвета становятся более блеклыми. В сети уже несколько раз встречал упоминание про желтизну экрана в районе фронтальной камеры. На моем экземпляре такого не заметил, но зато есть другая интересная штука – засветы. Если на весь экран включить картинку с белым или серым цветом, становится видно неравномерную подсветку в районе фронтальных камер снизу и сверху. И вот этот момент, конечно, уже напрягает. Один раз случайно это заметив, развидеть это уже не получится. Немного расстраивает отсутствие индикатора пропущенных уведомлений. При получении сообщения экран просто загорается и все. Хотя при скачивании разных программ-тестеров, индикаторов, маленький диодик все же загорался в районе разговорного динамика, но при уведомлениях он не работает. Но все же есть призрачный шанс, что с прошивками это допилят. Ну и фишка экрана – развертка на 120 Гц. В обычном использовании, переключая режимы между 120 и 60 Гц, разница очевидна и очень видна. На камеру, скорее всего, передать не удастся, но картинка становится более плавной. Особенно это заметно на прокрутке настроек, ну или свайпа экрана. У этого решения есть и минусы. Во-первых, развертка на 120 Гц работает только в основном меню. К примеру, в YouTube играх выше 60 FPS перепрыгнуть все равно не получится. Ну и во-вторых, с этим режимом повышается энергопотребление. К примеру, видео в YouTube на максимальной яркости с Wi-Fi в режиме 120 Гц съедает 15%, а в режиме 60 Гц всего 10%. Еще одно изменение – сканер отпечатка пальцев поместили на боковую клавишу включения. И вот тут все круто, работает он очень быстро. Для разблокировки даже не обязательно нажимать на кнопку, достаточно просто прикоснуться. Правда, наверное, для левшей это будет не очень удобно. Кстати, о комплекте. Тут стандартный набор: силиконовый чехол, провод для зарядки и блок питания на 27 Вт, который заряжает аккумулятор на 4500 мАч за 1 час 34 минуты. При этом за полчаса его можно зарядить на 41%. Скорость зарядки шагом в 10 минут вы можете увидеть на экране. Сердцем смартфона в 4G версии выступает Snapdragon 730 с приставкой G, то бишь гейминг. Собственно, такой же процессор установлен и в Xiaomi Note 10, который, правда, стоит в 2,5 раза дороже. Обзор на него тоже скоро выйдет на канале. И в ценовом сегменте, в котором продается Redmi K30, это реально хорошее решение. В Antutu K30 набирает в районе 270 тысяч попугаев. При этом после 3 прогонов подряд никакой просадки обнаружено не было. В Geekbench практически такая же ситуация.
К30 идет уже с 10-м андроидом на борту и MIUI 11 версии, и пока прилетело только одно обновление. Сейчас проскальзывают иногда тормоза, анимации и подергивания, но остается призрачный шанс, что с новыми прошивками это все допилят. Игры телефон тянет спокойно даже на максимальных настройках. Call of Duty на максимальных играется очень плавно. Shadowgun Legends, которая в принципе считается более тяжелой, на ультра идет также хорошо, но все же совсем в экшовых моментах бывают мимолетные просадки. По поводу NFC, он здесь есть, но в китайской версии он не работает. Google Pay запускается, но привязать карту просто не дает. И, кстати, столкнулся с проблемой. Изначально К30 шел вообще без гугловских приложений, ну и Play Market. Но из-за родного магазина приложений Play Market скачивается без проблем. А дальше начались трудности. Приложение больше 100 мегабайт, к примеру, те же игры, скачиваться не хотели. Постоянно выскакивала ошибка, при этом небольшие приложения скачивались спокойно. Оказалось, нужно в настройках приложения Play Market выдать ему все разрешения, и это странно. На других телефонах Xiaomi, к примеру, Note 8 Pro у меня тоже был китайской версии, такой проблемы не было. Что касается двухдиапазонного GPS, что дома, что просто на улице, сигнал L5 не ловится. Трудно сказать, обманули нас китайцы, ну или просто прошивка сырая. Будем надеяться, что допилят, но это не точно. В остальном GPS ловится быстро, буквально за пару секунд. Ну и не менее интересный в этом смартфоне — это камеры. Главный модуль идет на 64 мегапикселя производства Sony IMX686 с диафрагмой f1.8.9. Следующий 120-градусный ширик на 8 мегапикселей с диафрагмой f2.2. Ну и два сенсора макро и портретный по 2 мегапикселя. Для фанатов Google камеры здесь стоит поддержка камеры API Level 3. Так что со временем Google камера будет поддерживаться полноценно, но вот пока рабочих портов еще нет. Что касается снимков, IMX686, конечно, хороша. За счет большого размера модуля снимки получаются реально достойные, даже если сравнивать с Galaxy S10. Да, это вообще не конкуренты, но именно при таком сравнении явно становится видно, насколько вперед шагнула Xiaomi, ну а точнее Sony. Даже при увеличении заметно, что детализация получается на уровне с Samsung, а иногда даже и почетче. Цветопередача у К30 получается чуть ближе к реальности. А вот режим на 64 мегапикселя меня прям не так, чтобы как-то впечатлил. На том же Redmi Note 8 Pro разница была видна намного больше. А вот ширик на первый взгляд снимает неплохо, но при приближении видны артефакты, да и автофокуса у него тоже нет. Двукратное увеличение также справляется хорошо. При наступлении темноты ситуация не меняется кардинально, и К30 по-прежнему пытается изо всех сил, но в некоторых моментах все же шум получается более явный. Но не забывайте, мы сравниваем с телефоном, который в несколько раз дороже, а разница не прям убийственная. Двойной модуль селфи-камеры представляет из себя один модуль на 20 мегапикселей и второй 2-мегапиксельный датчик глубины. Собственно, снимает только правый модуль, это можно протестировать, просто прислонив к нему палец. Ну, в общем, для социалочек пойдет. Видео снимается максимум в 4К 30 кадров в секунду и доступна электронная стабилизация. Достигается она, конечно, за счет кропа картинки, и вообще получается круто. Когда телефон поворачиваешь в сторону, видна, конечно, такая желейность картинки, но даже когда идешь, кадр получается плавным. Автофокус при этом работает более-менее корректно, но иногда все же промахивается, ну и приходится тыкать на экран вручную. Ссылки с исходниками фотографий можете найти в описании, ну и там изучить все уже более предметно. Ну и теперь сколько же живет это чудо? Аккумулятор тут стоит на 4500 мАч, и автономность зависит в том числе и от развертки 120 или 60 Гц. Как показала практика, на развертке в 60 Гц аппарат примерно на 15% живет дольше. При проверке автономности на 120 Гц Redmi K30 сел до нуля при 2,5 часах воспроизведения YouTube на максимальной яркости Full HD, 1,5 часа игры в Shadowgun Legends, полчаса Call of Duty и полчаса камеры. В сумме получилось 4 часа 41 минута экранного времени, что в общем-то немного. На 60 Гц результат был бы в районе 5,5 часов. Итого, если подытожить, за 270 баксов мы получаем из плюсов офигенную для своих денег камеру, NFC, но правда только в глобальной версии, ну и вполне достойная производительность. А из минусов сомнительная IPS-матрица с такими себе углами обзора и засветы в районе фронталки. 120 Гц не буду относить ни к плюсам, ни к минусам, с ними, конечно, картинка выглядит плавнее, но тормоза анимации, которые проскальзывают иногда, все же портят все впечатление.
В общем, спорный получился телефон. По своим характеристикам и стоимости я прям думал топ за свои деньги, но минусы все-таки существенные. И тем не менее парадокс, что в Китае на этот телефон сейчас прям ажиотаж, его тупо нет в наличии. Да и в любом случае своего покупателя он найдет, но главное вы теперь знаете, что не все так гладко. Ну и на десерт этот Redmi K30 мы разыграем. Условия самые простые. Лайк, подписка и комментарий по теме видео. Набираем 5000 лайков под этим видео и в прямом эфире его разыгрываем. Пишите в комментарии, как вам Redmi K30, ну и может быть про что рассказать еще. Всем удачи в розыгрыше и до встречи в следующих видео. Пока!